Вы находитесь в квартире, а вокруг вас черная плесень на потолке, на стенах, на полу. Кошмар. Как от нее избавиться, чтобы было вот так? Я вам подскажу. В прошлом видео, ссылка в описании, мы говорили о народных средствах, которые помогают избавиться от плесени в квартирах. А сегодня поговорим о химических средствах, которые можно купить в магазинах. Почему плесень так опасна, почему от нее нужно избавляться немедленно. Полный обзор топ-10 самых эффективных средств из обычных магазинов. Подробнейшая инструкция по применению каждого средства. Что, как, зачем, почему. Важнейшие правила безопасности, как защитить себя и свою семью, как правильно хранить химию дома. И самое главное, как устранить причину появления плесени, чтобы она больше никогда не вернулась. Приготовьтесь, будет очень много ценной информации. Поехали! Привет, друзья! Меня зовут Владимир. И мы сегодня поговорим о проблеме, с которой, к сожалению, сталкивается каждый второй житель нашей планеты. О проблеме, которая незаметно подтачивает наше здоровье, портит имущество и заставляет наш дом выглядеть ужасно. Вы уже догадались? Конечно, это плесень. Я знаю, многие из вас сейчас подумают, плесень и плесень. Ну и что? Почищу тряпочкой и забуду. Нет. Нет и еще раз нет. Это самое большое заблуждение. Плесень – это не просто косметический дефект. Это коварный враг, который не дремлет, проникая в самые укромные уголки нашего жилища. И самое страшное, он проникает в наши легкие, в наши организмы. Сегодня я раскрою вам тайны этого невидимого убийцы и покажу, как с ним бороться эффективно раз и навсегда. Я расскажу вам о покупных химических средствах, которые доступны каждому и которые реально работают. Это будет самый подробный гайд, который вы когда-либо увидите. Так что устраивайтесь поудобнее, потому что будет очень интересно и, главное, полезно. Давайте для начала разберемся, почему плесень – это не просто неприятно, а опасно. Представьте себе микроскопический лес у себя дома. Красиво? Нет. Жутко. Ведь этот лес состоит из спор, которые невидимы глазу, но постоянно летают в воздухе. И мы этим дышим. Для здоровья людей, особенно детей и аллергиков, споры плесени – это сильнейшие аллергены. Они вызывают насморк, кашель, чихание, слезоточение. А у тех, кто страдает астмой, могут спровоцировать серьезные приступы. Представьте, ваш ребенок постоянно кашляет. Вы не понимаете почему. А причина в невидимой плесени за шкафом. Длительное вдыхание спор приводит к хроническим заболеваниям дыхательных путей, головным болям, усталости, а в особо запущенных случаях к микозам и даже более серьезным системным поражениям. Дети гораздо более уязвимы. Их иммунитетная система только формируется, и споры плесени для них – это постоянная атака и угроза для здоровья. Хронические простуды, аллергии, проблемы с развитием – все это может быть спровоцировано плесенью.
Плесень разрушает, она проникает в структуру материалов, штукатурку, обои, деревянные конструкции, бетон. Со временем это приводит к отслаиванию обоев, разрушению штукатурки, гниению дерева. Дом буквально тает на глазах. Ремонт становится не просто косметическим, а капитальным. Ну и, конечно, эстетика. Жуткие, черные, зеленые, иногда даже красные или белые пятна на стенах, потолке, в ванной комнате. Это отвратительно. Это портит вид любого, даже самого дорогого ремонта. Это создает ощущение запущенности, грязи. Но самое главное, это создает психологический дискомфорт. Мы хотим чувствовать себя дома в безопасности, а плесень – это постоянное напоминание об опасности. Поэтому, друзья, борьба с плесенью – это не прихоть, это необходимость. И сегодня я покажу вам, как это сделать максимально эффективно. Пришло время перейти к тяжелой артиллерии и покупным химическим средствам, которые можно найти в любом хозяйственном магазине. Итак, мы поняли, что плесень – это враг. А теперь давайте знакомиться с нашим арсеналом. Все средства, о которых я буду говорить, можно условно разделить на несколько больших категорий. Мы пройдемся по каждой из них, и я дам вам конкретные примеры. Хлоросодержащие средства на основе гипохлорита натрия. Это самые мощные убийцы плесени. Они действуют быстро, отбеливают поверхность, но они и самые агрессивные. Часто используются перед ремонтом. Могут быть как на хлорной, так и на бесхлорной основе. Средства на основе четвертичных аммониевых соединений и других активных веществ, менее агрессивные по запаху, часто для профилактики и дезинфекции. Медный купорос – отдельный пункт, старый проверенный метод, который до сих пор эффективен, но требует осторожности. Прежде чем мы начнем подробный обзор каждого средства, запомните золотые правила. Золотые правила безопасности. Я буду повторять их для каждого средства, на это основа. Проветривание. Все работы проводить только в хорошо проветриваемом помещении. Открывайте окна, включайте вытяжку. Защита рук. Обязательно используйте резиновые перчатки. Химия очень агрессивна для кожи. Защита органов дыхания. Используйте респиратор. Не просто медицинскую маску, а полноценный респиратор, особенно при работе с хлоросодержащими средствами. Пары хлора очень опасны для легких. Защита глаз. Защитные очки не роскошь, а необходимость. Случайное попадание средств в глаза может привести к серьезным последствиям. Одежда. Наденьте старую одежду, которую не жалко испачкать. И никогда не смешивайте. Никогда, слышите? Никогда не смешивайте хлорсодержащие средства с аммиаком или другими кислотами.
Это вызывает выделение очень ядовитых газов. Ну, и начнем с классики. Наши бабушки знали толк в дезинфекции. Белизна. Ее многочисленные аналоги – это, по сути, водный раствор гипохлорита натрия. Цена, примерно от 30 до 100 рублей за литр. Это самое бюджетное и доступное средство. Смешная цена. Применение неразбавленное для самых запущенных случаев, когда плесени много и она глубоко въелась. Просто наносите на поверхность. Разбавленное для профилактики или для менее серьезных поражений. Пропорция 1 часть белизны на 3-5 частей воды. Как наносить? Используйте обычную губку, кисть или налейте в пульверизатор. Только убедитесь, что он чистый и не содержал других химикатов. Обильно смачиваем пораженную поверхность. Даем поработать 15-30 минут. Вы увидите, как плесень буквально растворяется и обесцвечивается. Затем смываем чистой водой. Техника безопасности, не забывайте, крайне важно. Перчатки, респиратор, очки, открытые окна. Резкий запах хлора. Не дышите парами, не допускайте контакта с кожей и глазами. Плюсы. Дешево, очень эффективно отбеливает поверхность. Минусы. Резкий запах. Агрессивно. Может испортить цветные поверхности. Требует очень строгой техники безопасности. Следующее. Специализированные хлорсодержащие спреи. Челит, Банк, Саво, Доместос спрей. Это следующий уровень. Это уже специализированные спреи, которые также содержат хлор, но часто дополнены ПАВ – поверхностно-активными веществами для лучшего проникновения и удобства нанесения. Например, Челит, Панк, антиплесень, Саво против плесени, некоторые виды спреев Доместос. Цена примерно от 250 до 500 рублей за пол-литра. Дороже, чем белизна, но удобнее. Применение готовое к использованию средства. Просто распыляете на пораженную плесенью поверхность. Как наносить? Благодаря пульверизатору нанесение очень удобно. Распылите равномерно, чтобы вся плесень была покрыта средством. Время действия обычно 5-15 минут. Но всегда читайте инструкцию. Некоторые требуют более длительного воздействия. После этого протрите поверхность влажной тряпкой или смойте водой. Техника безопасности аналогична белизне. Перчатки, респиратор, очки, проветривание. Запах может быть чуть менее резким из-за отдушек. Но хлор есть хлор. Будьте бдительны. Плюсы. Удобство применения. Спрей. Эффективность. Часто с отдушками для маскировки запаха. Минусы. Цена все та же. Агрессивная хлора. Техника безопасности обязательно. А вот переходим уже к серьезным. Это уже серьезная артиллерия для капитальной борьбы, особенно если вы планируете ремонт. Это профессиональные фунгицидные противогрибковые растворы,
Они часто используются строителями. Примеры: Неомид 600 антиплесень, Дали универсальный антисептик, Белинка импрегнант, Эскара биотол спрей, Олимп стоп плесень. Цена примерно от 300 до 1000 рублей за литр-полтора. Концентраты могут быть дороже. Применение. Некоторые готовы к применению, другие концентраты нужно разбавлять. Если концентрат, то разводится водой в пропорциях, указанных на этикетке. Ну, например, 1 к 10, 1 к 20. Как наносить? Чаще всего кистью, валиком или распылителем на тщательно очищенную от плесени поверхность. Перед нанесением средства плесень лучше механически удалить, соскоблить. Время действия зависит от концентрации и степени поражения, от 30 минут до нескольких часов. Некоторые средства предназначены для высыхания и создания защитной пленки. Внимательно читайте инструкцию. Техника безопасности. Обязательно перчатки, респиратор, очки, проветривание. Хоть многие из них без хлора, но химические компоненты могут быть раздражающими. Плюсы: глубокое проникновение, длительный защитный эффект, подходят для обработки перед ремонтом, для разных поверхностей: дерево, бетон, кирпич. Минусы какие? Требуют механической очистки поверхности до применения. Могут быть дороже. Некоторым нужно время для высыхания. Есть также средства, которые не содержат хлора, но при этом эффективно борются с плесенью. Они часто основаны на четвертичных аммониевых соединениях, ЧАС называется, или других органических кислотных антисептиках. Ну, например, некоторые средства от брендов Багги, ХГ удалитель плесени, бесхлоровые версии. Это экологичные антисептики. Цена примерно от 4 до 800 рублей за пол-литра. Готовые спреи распыляются на пораженную поверхность. Как наносить? Распыление. Время действия также указано на этикетке. Читайте. Часто 10-20 минут. Затем протереть влажной тряпкой. Техника безопасности. Менее агрессивна по запаху, но перчатки все равно обязательны. Очки. Проветривание также желательно. Респиратор может быть менее необходим, но лучше перестраховаться, особенно если вы чувствительны к запахам. Плюсы. Отсутствие резкого запаха хлора. Подходят для поверхностей, которые чувствительны к хлору. Хороши для профилактики. Минусы. Минусы могут быть менее эффективны для очень запущенных случаев, где требуется шоковая терапия хлором. Ну и куда же без нашего проверенного временем бойца, медного купороса. Это сульфат меди, который широко используется в сельском хозяйстве, но и против плесени в доме он очень эффективен. Очень доступно, от 50 до 150 рублей за 100-200 граммов порошка. Порошок разводят водой. Стандартная пропорция 50-100 граммов порошка на 5 литров воды. Тщательно размешать для полного растворения.
Как наносить? Кистью, валиком или губкой. Важно, перед нанесением поверхность от плесени нужно механически очистить. Медный купорос – это не отбеливатель. Он не уберет черноту, но убьет грибок. Наносится на сухую очищенную поверхность. Время действия. Средство высыхает на поверхности, создавая защитный слой. Обычно наносят 2-3 слоя с просушкой между ними. Техника безопасности. Медный купорос токсичен при проглатывании и вдыхании пыли. Обязательно перчатки, респиратор, очки. Проветривание. Не допускайте попадания на пищевые продукты. После обработки хорошо промойте инструменты и руки. Не используйте на металлических поверхностях, может вызвать коррозию. Плюсы. Очень высокая эффективность против грибка, дешевизна, длительный защитный эффект. Минусы. Требует тщательной механической очистки до применения, не отбеливает, токсичен, требует строгой техники безопасности, окрашивает поверхность в голубоватый или зеленоватый оттенок, что нужно учитывать, если это финишная поверхность. Отлично, друзья! Мы разобрались со всеми основными средствами, но не менее важно знать, как их правильно хранить дома. Это вопрос вашей безопасности и безопасности ваших близких, особенно детей и домашних животных. Хранить нужно в недоступном для детей и животном месте. Это аксиома. Запертый шкаф, верхняя полка. Главное, чтобы ребенок не смог дотянуться. В оригинальной упаковке. Никогда не переливайте химию в бутылки из-под напитков. Это самая распространенная и опасная ошибка. Человек может случайно выпить яд. Держать нужно в прохладном, лучше темном месте. Большинство химикатов плохо переносят прямые солнечные лучи и перепады температуры. Хранить надо вдали от пищевых продуктов и кормов для животных. Не храните рядом с источниками тепла или открытого огня. Срок годности. Обращайте внимание на срок годности. Просроченные средства могут быть не только неэффективны, но и опасны. Друзья, мы можем бесконечно чистить плесень, но если не устранить причину ее появления, она будет возвращаться снова и снова. Это как лечить симптомы, но не борясь с болезнью. Плесень – это индикатор проблемы с микроклиматом в вашем доме. Вентиляция – это ваш главный союзник. Проветривайте регулярно, открывайте окна 2-3 раза в день на 10-15 минут, даже зимой. Создавайте сквозняк. Вентиляция в ванной и на кухне. Убедитесь, что вытяжки работают эффективно. Регулярно чистите вентиляционные решетки. Возможно, стоит установить принудительную вытяжку. Не загромождайте вентиляционные каналы мебелью или другими предметами. Контроль влажности. Используйте осушители воздуха. Особенно актуально для квартир на первых этажах, подвалах или в очень влажном климате. Гигрометр поможет вам следить за уровнем влажности. Идеальное – это 40-60% влажность. Не сушите белье в жилых комнатах, особенно в плохо проветриваемых. Используйте сушилки на балконе или специальную сушильную машину. Устраните протечки, проверьте трубы, краны, сантехнику.
Даже маленькая течь может стать источником постоянной влажности. Следите за конденсатом, особенно на окнах. Протирайте конденсат. Обеспечьте достаточную температуру внутри помещения. Утепление и герметизация. Мостики холода. Если стены промерзают, на них образуется конденсат. Возможно, требуется дополнительное утепление стен снаружи, если это возможно. Или изнутри с правильным парабарьером. Герметизация швов. Проверьте межпанельные швы, места примыкания оконных рам. Заделайте все трещины и щели. Правильное расположение мебели. Это тоже важно. Не ставьте мебель вплотную к внешним стенам. Оставьте небольшой зазор для циркуляции воздуха. Шкафы и диваны у холодных стен – идеальное место для скрытой плесени. Регулярно отодвигайте мебель и осматривайте стены. Ремонт и материалы. Используйте влагостойкие краски, шпатлевки, грунтовки с антисептическими добавками. Перед финишной отделкой, особенно в ванных комнатах, обрабатывайте поверхности противогрибковыми грунтовками. Помните, друзья, химия – это мощное оружие, но профилактика – это ваша надежная защита. Комбинируйте эти подходы, и вы забудете о плесени навсегда. Вот и подошло к концу наше большое и, надеюсь, очень полезное путешествие в мир борьбы с плесенью. Я постарался дать вам максимально полную информацию, чтобы вы чувствовали себя во всеоружии. Помните, здоровый дом – это счастливый дом. Не позволяйте плесени отравлять вашу жизнь и жизнь ваших близких. Теперь у вас есть все знания, чтобы одержать над ней победу. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк. Это лучшая благодарность для меня. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Поделитесь этим видео со своими друзьями, соседями, знакомыми. Эта информация действительно может кому-то помочь. И обязательно напишите в комментариях, с какой плесенью сталкивались вы, какие средства использовали, что вам помогло, а что нет. Ваш опыт очень ценен для других зрителей. До новых встреч, друзья! Желаю вам чистого, здорового и уютного дома без единого намека на плесень. Берегите себя.